прекрасные люди, которые знают, что Димочка всегда голоден. Я уже прям не могу дождаться. Давай, поросенок. Мне 30 лет, и я в костюме медвежонка. Всем доброе утро, ребята! Сегодня очередной влог на моем канале. Но сегодня мне по плану пойти в супермаркет, сделать очередные покупки продуктов, потому что мы уже все съели. Холодильник пустой, сколько нас было? Человек 4, плюс моя мама. Вот мы уже все посъедали, так что нужно заполнять обратно холодильник. Самое главное, на этот раз уже полезными продуктами. Также я пойду сегодня на тренировку в тренажерный зал. Я уже не помню, какая-то по счету тренировка в 2018 году, но я вот серьезно сейчас начала тренироваться. Покажу, расскажу вам, что я делаю, и там нужно мне еще будет снять видео для нашего нового комплекса в тренажерном зале, так что об этом тоже немножко попозже. Ну а сейчас давайте, как обычно, приготовим завтрак. Кстати, ребят, для тех, кто смотрел мое прошлое видео про фитнес-покупки, вот уже третий день я принимаю коллаген. У него, кстати, вот такая вот мерная ложечка. Я пробовала разбавлять коллаген в воде, но, честно говоря, да, не очень по вкусу, поэтому я, наверное, буду все время разбавлять его соком. Мне не так много его осталось, но почему бы нет. Так что да, принимаю я коллаген по утрам после завтрака. Вот такой вот стаканчик, тем более, если еще сок натуральный, так вообще будет отлично. Ребят, конечно, не по теме, но я очень часто вижу в комментариях под роликами вопросы о том, сколько вы вместе уже с Димой, замужем ли вы, сколько вы живете вместе, кто такой вообще Дима, он что, твой продюсер? Понятное дело, что это вопросы от новых подписчиков, и да, мы замужем. Я, правда, не ношу обручальное кольцо, Дима тоже, даже эти вопросы не задавались, просто потому что лично мне оно раздражает кожу, хоть это и золотое кольцо, у меня какие-то раздражения появляются, не знаю почему, а Диме оно тоже мешает на тренировках. Да и, в принципе, я просто не придаю этому сильное значение. Познакомилась я со своим будущим мужем в 2010 году, это 8 лет назад. Я помню, что мы расписались 13 мая, я была в гипсе. В общем, это очень-очень веселая история, если хотите, как-нибудь расскажу. Так что, да, 24 часа в сутки, 7 дней в неделю мы все время вместе. Мне было 18 лет, когда мы познакомились, и, конечно, за это время я многое поняла в плане отношений, в плане психологии своей и мужской тоже. Для меня в первую очередь это умение слушать и промолчать в необходимый момент. Для меня лично это самое сложное, потому что у меня очень вспыльчивый характер, я очень люблю, когда все делается по-моему. Я вообще довольно-таки холодный человек по своей натуре, мне очень тяжело сказать что-то приятное человеку или смотивировать его на что-то, поэтому для мужчин, как мне кажется, вообще это самое главное, чтобы вторая половинка, девушка, мотивировала мужчин на какие-то подвиги и свершения. Я вообще довольно часто слышу от своих же подписчиц, что хороших мужчин давным-давно разобрали, и нет никого хорошего. Где нормальные мужчины? Согласны ли вы с этим? Неужели есть какой-то отбор? Вот даже бывает, смотришь, и вот нет ничего особенного в этой женщине, вот рядом с ней довольно-таки достойный мужчина, и дело даже не в красоте или там какой-то удаче, а в понимании мужской психологии. Совсем недавно я подписалась на канал Юлии Лански, она как раз рассказывает о том, как построить счастливые отношения с мужчиной, как понять психологию мужчины и найти свою достойную пару. Иногда очень важно просто напомнить себе эти довольно-таки банальные истины. Я, бывает, просто посмотрю очередное видео Юли и просто подойду к Диме, обниму его, поцелую и как бы вспомню даже о том, как мы познакомились, чего мы достигли вместе, что сделал для меня этот человек. Даже в порыве ссоры мы просто забываем об этом. Я знаю очень много девушек, у которых не ладится на личном фронте, просто из-за того, что они совершают довольно-таки глупые, порой на эмоциях ошибки. Очень часто бывает, что девушки просто навязывают себе мужчине, и после первого свидания у них сразу же картинка в голове о том, как вы выходите за него замуж. Я думаю, что все это проходили. Юлия как раз и говорит обо всем этом на своем канале. Я, наверное, за несколько дней пересмотрела все ее ролики, и то, что мне нравится, они не слишком длинные, нет какой-то лишней воды, все четко и по делу. Я уверена, что ее канал вас также заинтересует, так что я оставлю вам ссылочку в описании на канал Юли. Обязательно
посмотрите, подписывайтесь. Кстати, когда Юля наберет 100 тысяч подписчиков на своем канале, она устроит конкурс на iPad Pro, а это довольно-таки крутой приз, так что не забудьте проверить, чтобы вы были подписаны. А я допиваю свой сачок с коллагеном и буду собираться в супермаркет. Скорее всего, опять буду брать такси до дома, потому что пакетов у меня будет довольно-таки много, и сама я их просто не дотащу. Поехали! Если вы давно уже ищете подобные добавки, клетчатку, в общем, все самое-самое полезное, советую вам в супермаркетах поискать это все дело в отделах для диабетиков. Ну что, я сейчас приехала в Ашан прогуляться, как говорится. Когда мы жили, конечно, в Америке, у нас была машина, и я зависела все-таки от Димы, он меня отвозил в супермаркет. И, ну, вы знаете, как бы по-девчачьему хочется походить, просматривать все баночки, так вот, я отрываюсь теперь. Хожу сама по супермаркетам. Муторно, долго, может быть, часа 3 походить по супермаркету. Уже, наверное, когда приду домой, покажу, что же я купила, потому что тут просто гигантская корзина. Так, кто у нас тут? Дима помог мне затащить 3 сумки гигантские, так что я сейчас их разложу и покажу, что же я купила. Вот такой вот набор продуктов, и не только, вышел мне, вот чек я, в принципе, сохранила, на 2228 гривен. Я все не могу привыкнуть. Было когда-то время, когда эта сумма считалась деньгами. Сейчас ты можешь просто сходить в магазин и купить продукты. Ну что, давайте начну с мяса. Кстати, если вам интересны разборы моих покупок продуктов, помните, я когда-то делала такую рубрику на канале, что в пакетах? Я думаю, что не стоит делать отдельный ролик, а вот, допустим, во влогах показывать вам такое. Мне кажется, будет интересно. Так что ставьте пальчик вверх, если вы согласны с такой идеей. Здесь у меня 2 кусочка корейка свиная. Ну, в принципе, они практически одинаковые. Также вот такой вот кусочек говядины. Здесь у меня 2 пакетика индюшиного филе. Хочу попробовать его на качество, но я вообще за то, чтобы делать фарш самостоятельно из филе, поэтому мне в скором времени нужна будет какая-то мясорубка, что-то вроде этого. И это у меня смесь из свино-говяжьего фарша. Также у меня здесь есть филе индейки. Вот такое бедро индейки, и, как вы видите, у меня нет здесь курицы. Эмма, не надо есть цветок, я тебя прошу. Боже мой, что сделать с собакой? Эмма, ну все, ну хватит, хватит, что ты делаешь? Нельзя, нельзя. Посмотрите на эту морду. Ага, так и поняла тебя, конечно. Из овощей я купила все по необходимости. Здесь у меня лук, это у меня буряк, лимончики с чаем мы постоянно пьем, картофель. Ее можно есть, если, допустим, запекать ее вместе с мясом в духовке, очень вкусно получается. И в небольшом количестве ее можно есть, так что не переживайте об этом никогда. Главное, все умеренно. Много-много изюма буду добавлять в овсянку, может быть, выпечку какую-то, мак тоже для выпечки, и мандаринки. Из молочных продуктов у меня здесь кефир 2,5%, молоко у меня есть пакетированное, дома лежит, но не знаю, вот оно как-то мне не идет. Кефир можно и для выпечки использовать, для каких-то блинчиков, да и просто попить кефирчик. Дальше покажу вам клетчатку, которую добавлять буду в него. Также у меня здесь сыр твердый, допустим, для что-нибудь посыпать, мясо какое-то. Творожок 9%, 1 килограмм. Масло сливочное, это для рецепта. Кусками я его не ем, это точно. Целый пакет из плавленых сырков. Я знаю, что они не очень полезные, но мне нужно это для рецепта. Я просто очень хочу попробовать луковый пирог. Я нашла классный рецепт. Ну и дальше, как вы видите, у меня здесь сметанка. Конечно же, как же без нее 20%. Это у меня... Как тебя звать? Я уже забыла. Розмарин для запекания мяса. Конечно же, для Эмки купила еду. У меня здесь Royal Canin для взрослых собачек. И вот такую вот консервочку. Никогда не покупала этот бренд. Я не знаю, не взяла большую пачку, потому что хочется попробовать, потому что кое-кто очень важный и может не есть корм, если ему он не понравится. Так что мы взяли маленькую упаковку, посмотрим. Это, наверное, на недели 2, может быть, 1,5, даже не знаю, если понравится. Дальше я взяла к чаю, допустим, или каким-то хлебцам вот такие варенья. Это у меня смородина,
и малина. Очень нравится мне малиновое варенье. Не полезненькое. Корейская морковка. Это для Димы. Кетчуп. Это тоже для Димы. Ну и тут у меня 2 баночки кукурузы консервированной и горошка зеленого. Очень часто использую в салатах, да и просто добавить в какой-то еде. Почему бы и нет. Так что дальше я вам забыла показать мед. Купила мед, тоже Дима очень любит. Так, это еще не все. Из полезного, что вам могу показать, это стевия в порошке. У меня закончилась. И вот моя клетчатка, которую я хочу добавлять себе в кефирчик, блин, да во все что угодно, в овсянку, для того, чтобы очистить желудок. Просто очень хорошая добавка. Но также я взяла себе хлебцы вот такие. Хочу попробовать. У меня 2 вида. Пшенично-овсяные и 3 злака. Я почти закончила и решила взять попробовать вот такой вот карпатский чай. Он недорогой, в принципе, вышел около 30 гривен. Так, у меня здесь, как вы видите, клетка яиц, тут их, по-моему, 30 штук. Взяла себе ванильный сахар, очень часто добавляю в какие-то оладьи или сырники. Для кухни купила себе мерный стаканчик, очень будет удобно все измерять. Также я купила формочку, обожаю формочки, это вообще моя какая-то слабость. Ну и в принципе у меня тут остались только бумажные полотенца, и я их буду использовать не на кухне, а в ванной, когда буду вытирать ими лицо, потому что я отказываюсь от полотенец, это необходимо для моей кожи, и вообще всем советую, потому что полотенца только собирают разные бактерии, а этими такими бумажными полотенцами вы просто промакиваете мокрое лицо и выкидываете их, никаких микробов, бактерий и тому подобное. И наконец-то я купила себе пледик, он такой мягенький, у нас просто очень светлый такой диван, Эмка на него постоянно прыгает и просто он замарается, поэтому мы будем, наверное, прикрываться им, да и вообще просто укутываться в него, смотреть фильмы, чтобы было очень уютненько. Кстати, это 100% шер. Так что, если вам интересно подобные ролики, вставки во влоги, как я совершаю покупки продуктов, может быть, цену озвучивать, то обязательно дайте мне знать в комментариях. Ой, не дам, только мне. Слушайте, реально пахнет офигенно, я сама это съела. Для красивой шерстки. Ну реально, на запах очень прикольно даже. Так, сейчас буду готовить котлетки. Здесь у меня фарш индейки 1 килограмм. Также у меня здесь нарезанный лук и морковка. Оставила также морковку и лучок для зажарки. Потом буду это все тушить. Добавлю сейчас 2 яйца в фарш. И, конечно же, подсолю. Добавлю черный перец. Вот эти специи, они просто божественные. Это самые лучшие специи, которые я когда-либо пробовала. Я, помните, вам показывала в ролике о фитнес-покупках. Берите и даже не будете жалеть. Действительно очень-очень вкусно. И как я сказала, я добавляю вот такую вот клетчатку прямо в фарш. То есть я добавлю примерно 1 столовую ложку. Я в ролике сказала растоптыша. Ну да, это был фейл. Кстати говоря, какая девочка смотрит, когда готовят котлетки, как играют в PUBG? Это одна из наших любимых игр с Димой сейчас. Кстати, недавно заметила, что у меня начали не то чтобы руки шелушиться, а именно пальцы. И мне Димина мама сказала, что, возможно, это от моющего средства. Мы как приехали сюда с Димой, купили там фейри какой-то или что, такой у меня закончился. И я решила перейти на какое-то детское моющее средство. Купила вот такой вот ушастый нянь. Просто какое-то моющее средство для детской посуды. Заменю, и, возможно, у меня пройдут эти шелушения, но, в принципе, уже гораздо лучше. Так что, если у вас было что-то подобное, там, допустим, пальцы шелушились, поменяйте моющее средство. Реально это может помочь. И к вопросу о макарошках, ребята, вы спрашиваете меня о том, можно ли есть макаронные изделия. Можно, но только если вы выбираете макарошки, сделанные из грубых сортов пшеницы или вот такие вот темненькие. Я уже 2-й раз покупаю что-то вот подобное, не знаю, что за фирма, наверное, вот это вот. И, в принципе, мне нравится, так что сейчас делаю с котлетками. Пюрешка – это не лучший выбор, лучше макарошки. Эй, начальник, у нас сейчас котлетки. Я тут со своим рыжим конем на привязи
решила пройтись на почту. Не на новую почту, пришла посылочка от подписчицы. Она была в Таиланде, и вот нам собрала посылочку очень такую интересную. Я прям уже не терпится, хочется забрать ее и посмотреть, что там внутри. Так что мы сейчас с вами перейдем на почту. Нравятся мне эти посылочки? Вот есть же прекрасные люди, которые знают, что Димочка всегда голоден. Какие-то тайские вкусности. Иху! Прикольно. Ой. Умница. Вот да. Да. Ух тышечка, боже мой, спасибо большое. Наш инстаграм даже отмечен от Кристины. Спасибо, Умничка. Класс. Смотри, Это будет личное, я потому потом что мы не читаю. покупаем сейчас это, мы приходим в форму. Угу. Но что ж, что с этим делать? Придется съесть? Придется. А это что? А, это какая-то еще одна. Еще одна Еще лапша. адский супчик, Да, адский острая. Тайский супчик шикарный. Такой О, да, ты помнишь А, вот эти штуки? палочки, Красота. да, палочки прикольные. Как, По-моему, блин, ну вот это открывай прикольно. сама. что Это круто. да, что-то косметическое, разные штучки. Милка, тайская, это темка. Тайская Мы даже милка. в США не находили нормальную милку. С печеньками. Печеньками, да. О, боже, да. ты помнишь Ё-моё. эту темку? Да, да. Какие-то непонятные вещи. Это какие иероглифы. непонятные вещи, любимые вещи. Глянь, Тамиран. Да, Не, да. рамбутан. Нет, Я Тамиран. не помню. Там мир. Класс, спасибо вниз. большое. Спасибо за Умница. посылочки. Дима очень доволен. И я тоже. Ребят, хотела окончательно закончить эту эпопею с прыщами. Возможно, мои прыщики кого-то не интересуют, но все-таки эта тема тесно связана с питанием. Я сейчас объясню почему. Я была у дерматолога и сдавала целую кучу анализов. У дерматолога я была в середине декабря, и я рассказала о том, что я готовилась к соревнованиям, то, что у меня была супер белковая диета, у меня было очень много белка, мало клетчатки и интенсивные тренировки. Изначально мы пришли к такому выводу, что вот это большое количество белка, оно видоизменило структуру моих сальных желез. Вот, допустим, когда вы потеете, через ваши поры выходит сало кожное, так вот, оно изменило свою структуру и просто начало закупориваться в моих порах, тем самым образуя вот эти закрытые комедоны, белые точки, как их только не называют. А она мне прописала некоторые мази и назначила мне анализы, среди которых были печеночные пробы, УЗИ органов брюшной полости и щитовидной железы. Я это все сделала, по анализам крови мне ничего в принципе не нашли, я также сдавала анализы на тестостерон, у меня тоже все в норме. Что единственное мы нашли, это когда мне делали УЗИ органов брюшной полости, в желчном пузыре нашли незначительный застой в виде каких-то комочков, что-то такое хлопьеобразное. Если вам это о чем-то говорит. Я была с этими анализами у дерматолога, и да, она подтвердила то, что если слишком много белка в вашем рационе и нет клетчатки, вот этого натурального скраба, что ли, для ваших органов, то, конечно, что-то вредное от мяса, от разных вредных продуктов может оставаться в ваших некоторых органах. И это, в принципе, может привести к разным видам такого высыпания или чего-нибудь другого. Так что, чтобы очистить вот этот застой, вот эти хлопья, что ли, в желчном пузыре, мне нужно просто время, просто стабильное, нормальное питание с клетчаткой и тому подобное, и нужно просто ждать. А крема, как бы, это дополнение, как бы, к этому всему, потому что уход, он-то по-любому нужен, но, опять же, не воспринимайте все четко на свой счет, потому что мы все с вами разные, так что, если у вас есть реальная проблема с высыпаниями, которые долго не проходят, обязательно идите к дерматологу, возможно, у вас неправильный уход, вам его заменят, или же направят вас на анализы, что будет лучше всего, нужно все смотреть сразу же, что происходит с организмом. Если что-то не так, то желаю вам здоровья, лечитесь и лучше правильно питайтесь. И не мучайте свой организм, как это было со мной, разными диетами. И да, лучше просто заниматься и питаться для здоровья, а не для каких-то там баллов и мест на пьедестале. Ребята, мы выбрались из дома по очень важному событию. Мы наконец-то решили найти тренажерный зал, вернее, зал для фитнеса, где мы бы устроили вместе с вами встречу. И вообще я думала о том, чтобы просто посидеть где-то в кафе, поболтать с вами, но уже очень хочется вас помучить. Поэтому мы ищем фитнес-зал с ковриками, с инвентарем, чтобы мы провели совместную тренировку вместе с вами, пообщались. Так что сейчас примерно выбрали зал.
хотим его посмотреть, арендовать и покажем вам, где это все находится, чтобы вы не потерялись. Потому что мы искали, главное, чтобы было к метро, чтобы было удобно вам добраться. Так что меня сейчас занесет снегом, Диму тоже. И сейчас пойдем смотреть зал, в общем. Арендуем мы зал, взяли сразу на 3 часа, тут, в принципе, достаточно всего оборудования, хотя я не хочу использовать дополнительный вес, потому что знаю, что многие из вас придут с разным уровнем нагрузки, так что, ну, по-любому попотеем. В принципе, тут очень светло, так комфортно. Нам сказали, что этот зал вместит где-то 25 человек, поэтому, конечно же, места будут ограничены, к сожалению, потому что пока мне сложно очень найти здесь, в Киеве, какой-то более большой, что ли, зал для тренировок, но я думаю, это будет не последняя наша встреча и вот такой вот формат тренировок, так что я уже прям не могу дождаться. Ну что ж, у меня все готово. Вот моя порция. У меня здесь также листья салата. Я немножко сбрызнула оливковым маслом, кунжут, хлебец гречневый, на который я положила остаток салатика. У Димы тоже он есть, и у него также вот такая вот буханочка хлеба. Я ему разрезала, чтобы удобнее было. Вы, кстати, можете разрезать. Конечно, это будет гораздо удобнее. Сам кальмар вот так вот выглядит. Буквально минут 20 будет достаточно в духовке. Очень ароматно. Такая смесь непонятная с морепродуктами и грибами, но очень и очень и очень вкусно. Так что очень советую вам попробовать. Наконец-то собираюсь на тренировку, и давайте покажу вам, что находится в моем спортивном ящике. Многие удивляются, что я глотаю слишком много таблеток, и это только портит мое здоровье, но на самом деле этих добавок у меня совсем немного, которые я принимаю. Просто некоторые из них я принимаю в нужное время, делаю перерывы. В общем, сейчас перед тренировкой я замешаю себе БЦА в бутылочку, вместе с Димой будем пить. Кстати, этот вкус, фруктовый пунш, очень даже неплохой, так что советую, посмотрите на iHerb. Коктейль протеиновый буду пить, когда уже приду домой. Коллаген я уже пила с самого утра. Витаминку, кстати, я выпила утром, забыла вам показать, от Alive. Вот эти витамины для волос у меня закончились. Вот, уже пустая баночка, и это самые лучшие витамины для волос, которые я когда-либо пробовала. Но вот хочу сейчас не покупать, не спешить покупать новую упаковку, хочу сделать какой-то перерывчик, и может быть через месяц-два попробую еще. L-карнитин я перестала пить сейчас, тем более сейчас зимнее время года, я работаю не на просушку мышечной массы, а наоборот хочу немножко набрать, поэтому L-карнитин мне ни к чему сейчас, так что я его сейчас не пью, хотя у меня есть еще, наверное, ну вот так вот этих капсул. Но принимать все эти добавки, витамины и так далее, или не принимать их, зависит только от вас. Если вы уверены, что ваше питание очень разнообразно, вы получаете достаточное количество белка и вам не нужен протеин, если вы получаете углеводы, жиры в достаточном количестве и разные витамины, то, конечно же, нет необходимости в этих всех добавках. Я лично не сильно уверена, что с таким вот питанием, тем более зимой, я получаю достаточно витаминов. Тем более я тренируюсь очень интенсивно, и если я буду что-то недополучать, я буду болеть, я буду очень истощена. Эмма, не ешь цветок. То есть, да, я действительно как бы снабжаю себя в некоторые моменты такими вот добавками, которые помогают мне всегда быть здоровой и всегда иметь энергию на тренировках. Так что сейчас замешаю себе БЦАшечку и будем отправляться с Димой на тренировку. Хрюк. Еще раз хрюк. Хрюк-хрюк. Что? Отстань, там много людей. Давай, поросенок. Отстань! Так, Дима.
Ребята, буквально минут 20 назад я выставила пост в Инстаграме о нашей встрече, которая будет проходить в Киеве 20 января в 4 часа дня. И я вам говорила, когда мы смотрели зал, что все-таки места для тренировок, количество ковриков, инвентаря и вообще свободное место все-таки ограничено на человек 20-25. И вот эти места уже заняты. Но это не значит, что вы не сможете со мной увидеться, прийти на встречу. Просто сама тренировка будет проходить с 4 до 5 вечера, а уже потом мы с Тимой проведем лекцию, просто с вами пообщаемся, сделаем фотографии. Так что я вас обязательно жду, приходите, те, кто живет в Киеве. Но я уже побежала домой, еле держу телефон, рука просто отваливается, потому что сегодня тренировка была довольно-таки интенсивной. Как вам наши новые костюмчики? Покажи свои ушки. Где ушки? Мне 30 лет, и я в костюме медвежонка. То, что нужно. Я заказала костюм себе и Диме. Я вообще надеялась, что он на меня будет нормального размера, но я вообще какая-то девочка-переросток. Но Дима нормально, да? Или все-таки маленький чуть-чуть? Немножко мал он, конечно, Да, но зато тепленький. Да, вот теперь такие мягенькие. Я уже пришла с тренировки и сейчас буду принимать ванные процедуры. Я обожаю просто после тренировочки принимаю душ, делать разные скрабы, в общем, заниматься собой. И как раз давайте я вам заодно покажу, что мне находится в моем косметическом таком шкафчике в ванной комнате. Угадайте с одного раза, где моя часть косметики, а где Димы. Да, вы правильно угадали. Вот эти вот 4 несчастные баночки это часть Димы в этом гигантском шкафу. Что касается ухода за лицом, то умывалка у меня от Garnier или Garnier по-разному называют. Также, как вы видите, у меня есть целая линейка по уходу от Skin 2. Это не реклама, если что, я уже не первый раз заказываю у них. Это австралийская косметика. Первый раз заказала у них вот такой вот крем с микрочастичками для очищения лица. Это как будто бы скраб, но он очень уж очень такой деликатный и действительно с очень мелкими частичками. Мне безумно понравился. Я буду заказывать еще. К этому крему шла вот такая вот щетка, но я ее, честно говоря, не использую, а просто пальчиками растираю. Также взяла коллаген такой, но, честное слово, он мне просто напоминает этот же крем витаминный, будто бы одна и та же консистенция, просто в разных баночках. Вот, не знаю. Вот эта вещь, ребят, если вы не пробовали еще эту сыворотку от Риче, обязательно попробуйте. Кожа лица становится просто настолько напитанной, такой сияющей, сверкающей, здоровой, что ли. Скинорен я вообще не поняла, что это такое, как-то он мне вообще не помогал. Вот это очень хороший крем, можете найти его в аптеке, такой нейтральный, без разных отдушек. Как раз хочу сделать вот эти скрабы и щеточкой воспользоваться для самомассажа на сухую кожу, а потом уже пойду в душ. Вот эти маски от Риче тоже у них неплохие, от высыпаний, подсушивает прыщички. Вот это мыло хотела вам посоветовать для лица, его можно купить в аптеке. Мне его как раз тоже прописал дерматолог, такое мыло 3 в 1, без запаха, не раздражает кожу. Действительно очень хороший продукт, так что можете поискать в аптеках. Ну и на этой полочке, в этой стороне у меня вот такой вот спонжик, иногда им пользуюсь. Масло репейное, иногда мажу на корни волос. Все жду, когда они у меня вырастут до попы. И вот такие вот интересные штучки, которые мне прислала сегодня подписчица. Может быть, сегодня попробую. Интересно то, что они все с отбеливающим эффектом, так как из Таиланда. Ну что ж, буду заканчивать и без того длинный влог на сегодня, ребят. Я надеюсь, что вам нравятся такие длинные влоги правильного питания. Если это так, обязательно ставьте пальчики вверх. И, ребята, если вы живете в Киеве, то обязательно вас жду на нашу встречу 20 января. Проверьте всю подробную информацию в описании под видео. Там будет все расписано, адрес, время и так далее. И мы с вами встретимся вживую или на моем канале. Всем удачи, пока-пока!